Привет, друзья! Вы на самом кофейном канале Кофеек, и сегодня мы будем с вами говорить, как приготовить кофе в пуровере. Я знаю, как тяжело оставаться дома, особенно без кофе, поэтому сегодня я вам раскрою небольшой секрет, как приготовить такой же вкусный кофе, как в кофейне, а может быть даже и лучше. И для этого нам не понадобится дорогущая кофемашина, поскольку существует ряд альтернативных приспособлений, например, пуровер, или как его еще называют V60. Название V60 происходит от формы воронки в виде буквы V, части которой расположены под углом 60 градусов. Пуровер V60 изготавливается из стекла, керамики и пластика, но первый культовый пуровер родом из Японии под брендом Hario, который специализируется на изготовлении стекла первого сорта. Дизайнеры Hario разработали воронку, в которой вода проливается через кофе, чтобы получить более чистый вкус напитка. Но, к сожалению, такая идея не прижилась, поскольку тогда был популярным растворимый кофе. Сегодня пуровер пользуется огромной популярностью, и, например, я очень люблю готовить кофе в пуровере, потому что напиток получается прозрачным, без осадка и с тончайшими вкусовыми нотками. Как же выбрать пуровер? Сегодня мы с вами рассмотрим несколько вариантов. Пластиковый пуровер Hario, керамический пуровер Hario и пластиковый пуровер Melitta Coffee Filter. Воронка Melitta изготовлена из пластика, за счет этого она более легкая, и с ней нет проблем при транспортировке. Melitta имеет форму срубленного конуса, что позволяет воде задерживаться и получать более длительный контакт с кофе. Соответственно, сам напиток будет более насыщенным и экстрагированным. Если сравнивать воронку Melitta с Hario V60, то кофе в первой будет более насыщенным. Воронка Hario V60 имеет конусообразную форму с боковыми ребрами. Это позволяет при готовке кофе делать пролив воды более быстрым. Керамическая воронка Hario хорошо держит температуру за счет толстых стенок, но она более хрупкая и тяжелая, в поход не возьмешь, а для дома в самый раз. Ее главный плюс – эстетическая составляющая. Можно наслаждаться процессом заваривания, и прослужит такой пуровер очень долго. Купить пуроверы или полные комплекты пуровер, кофе и фильтры вы можете на сайте кофеек.com.ua. Ссылочку, конечно же, я, как всегда, оставлю в описании. Сегодня я решила воспользоваться пуровером Hario V60. И давайте наконец-то приступим к приготовлению кофе. Нам понадобятся весы, пуровер и сервер, ложечка, стакан, чайник, бумажные фильтры Hario, кофемолка, таймер на телефоне и зерновой кофе. Кофе лучше использовать светло-средней обжарки, поскольку темная обжарка даст сильную горечь во вкусе. Нагреваем воду и даем ей остыть до 94 градусов. Рекомендую использовать фильтрованную или бутилированную воду, поскольку вода из-под крана или кипяченая могут испортить вкус вашего будущего напитка. Пока у нас закипает вода, подготовим наш кофе. Я рекомендую брать зерновой кофе и молоть его самостоятельно. На 100 мл воды нам понадобится 6 грамм молотого кофе. Молоть кофе я буду в кофемолке Hario. Закрываем. Помол для кофе в пуровере я выбираю крупный, как соль. Если выбрать более мелкий помол, тогда кофе будет перенасыщенным. Подготавливаем пуровер. Если вы хотите одну порцию кофе, то пуровер можно поставить на чашку. Если же вы желаете получить больше напитка, тогда стоит воспользоваться сервером, как я, потому что я буду готовить еще и для своих коллег. Устанавливаем пуровер с сервером на весы. Весы помогут нам соблюдать правильные пропорции воды. Теперь нам понадобится фильтр. Я отдаю предпочтение бумажным фильтрам. Край фильтра со спайкой нужно согнуть, чтобы он поместился в наш пуровер. Друзья, я использую чайник с тоненьким носиком, но если у вас такого нет, вы можете использовать обычный кухонный чайник. Смачиваем фильтр, чтобы избавиться от бумажного привкуса. Прогреваем сервер полминуты и сливаем воду. Я поставила таймер. Сливаем воду с сервера.
Засыпаем весь наш молотый кофе в фильтр и слегка потрясываем его, чтобы подушка кофе стала ровной. Делаю предварительное смачивание. Медленными круговыми движениями от центра к краям я заливаю воду в воронку. Необходимая пропорция воды в 2 раза больше, чем масса кофе. Я засекла таймер. Первое вливание мы оставляем примерно на 30-45 секунд, чтобы вся вода прошла через кофе. Второе вливание делаем так, чтобы 150 мл прошли за 40 секунд. И третье вливание, финальное. 100 мл воды должны пройти за 1 минуту 10 секунд. Вуаля, напиток готов. Снимаем наш пуровер, наливаем кофе в стакан. Пахнет, кстати, вкусно. Жень, попробуй. Друзья, если вы загорелись покупкой пуровера, обязательно переходите на сайт кофеек.com.ua, ссылка в описании. Мы дадим вам консультацию и поможем с выбором. С вами была Даша. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч в Кофеек.